первый кадр идущего красного персонажа. Красивый, эстетичный и приятная музыка формирует тон. Я обрадовался и предположил интересное изложение. Персонаж робкая и сутулая рассказывает о написанном ей романе, и мы перемещаемся в прошлое, которое расскажет о ее жизни, где герои истории ведут собственное расследование, связанное с нераскрытыми убийствами женщин. Мы видим первый конфликт, который обоснует поворот в личной жизни героев. Герои едут на расследование, и звучит песня Энни Леннокс 1995 года «Больше никаких я люблю тебя», и мы долго смотрим, как они подпевают. Раньше я была безумной, когда-то блаженные времена. Раньше я была печальной, когда-то беспокойные ночи. Мое несчастное сердце истекало кровью, лишь бы ты посмотрел. Но теперь я больше не прыгаю по дому, насвистывая мелодии, вызывающие слезы. Больше никаких я люблю тебя. Слова покидают меня. Больше никаких я люблю тебя. И перемены постепенно меняют смысл. Влюбленные говорят о чудовищах. Создатели намеренно заставляют нас почувствовать их странный противоречивый мир, намекая на будущее истории. Не скрою, я меланхолично прошелся по комнатам своей памяти, проверяя пожелтевшие заметки. Герои прибыли в пункт назначения, и странноватая сутулая героиня взламывает ворота с помощью хакерской программы и электронной игрушки на батарейках. Героиня упоминает хакера под именем Ли Андерсон. Наверное, это сомнительно. Хакеры тщательно скрывают свои настоящие имена. На то они и хакеры, и бунтари, со своими убеждениями и взглядами. Неприкосновенность их частной жизни является для них догматом свободного существования. Создатели готовят мотив для будущей завязки и поэтому упомянули Ли Андерсон. Хорошо, смотрим дальше. Но к этому эпизоду я еще вернусь. Герои пробираются в подвал и ломают бетонный пол в поисках улик. Они устают и засыпают на бетонном полу. Не делайте так, вы застудите внутренние органы, что может привести к острым заболеваниям. Проснувшись, они находят труп. И тут на сцене появляется неизвестный с предметом, очень похожим на огнестрельное оружие. Раздается выстрел. Сразу же возникает мысль, как они останутся в живых, ведь выход из подвала один, и он перекрыт неизвестным. Но создатели не стали ломать головы, они просто с помощью волшебного монтажа переместились в настоящее. Что, как, зачем? А вот так. Не задавайте таких вопросов, не мешайте творцам творить. Вы просто не понимаете их высокоинтеллектуальную, интригующую трактовку. Вот и все. В 6-й серии нам покажут запоздалую развязку, но она будет такой же нелепой, как и волшебный монтаж, и такой же ненужной, как спотыкающийся флешбэк. В кадре все аплодируют. Это овация не персонажу, а нашим сценаристам. Им явно нравится то, что они придумали. И так они решили навязать зрителю восхищение самими собой. После этого нам рассказывают о героине, о ее интересах в области криминалистики. Появляется второстепенный персонаж – искусственный интеллект Рэй. Перед его появлением нам подробно показывают установку приложения на смартфон. Вы меня простите, но показывать подробно такую установку зачем? Боюсь предположить, что у создателей это все, что укладывается в их представление о цифровом мире. Это все, что они точно знают. И такими деталями они наполняют образ хакера. Нам показывают странное устройство на столе. Что это такое? В квартире у одинокой женщины? Или из этого устройства исходит звук? Странный то ли динамик, то ли микрофон. Героиня установила приложение для искусственного интеллекта, который разговаривает с ней из динамиков этого смартфона, но она упорно делает вид, что голос раздается откуда угодно, только не из смартфона. Искусственный интеллект предлагает ей посмотреть в окно. Она смотрит, но никого не видит.
А когда наводит смартфон камерой на улицу, то на экране появляется образ искусственного интеллекта Рэя. Что? Мы такое видели еще в 2016 году, когда играли в Pokemon Go. Нелепый розыгрыш продолжается, и Рэй просит открыть ему дверь. Да ладно, вы серьезно? Приложение на смартфоне просит открыть ему дверь? То есть приложение на смартфоне убеждает героиню, что оно не в смартфоне? А где? Оно что, живое? Не, ну это, конечно, трогательно, но что это за ерунда? В действительности же нам внушают, что Покемон Рэй – особенная продвинутая разработка. То есть нам не показывают его способности, а просто внушают нам это. К сожалению, для этого кино это норма. Все способности героев, все свойства вещей нам будут не показывать, а внушать. Так и в этот раз Рэй сравнивает ее с героем мультфильма «Симпсоны» Лизой, самой образованной из карикатурной мультяшной семьи. Нам опять проговаривают ее способности, внушая, что она особенная. Тенденция неутешительная. И говорит о том, что многое в этой истории слишком условно и необоснованно. Героиня, Дарби, это имя главной героини, которое я упорно не хочу называть, именно из-за условностей, из которых соткано это полотно. Итак, Дарби вместе с новыми персонажами, особенными, умными людьми готовится к полету. И что мы здесь наблюдаем? Оказывается, приглашенные гости, которые давно уже на борту, не удосужились познакомиться друг с другом. Но это как минимум невежливо и странно. Даже сама героиня зашла на борт, молча и скромно, как мышка, прошмыгнула в самый дальний уголок. Ну да ладно, пусть так. Создатели так видят, так чувствуют. Мы узнаем, что миллиардер-затворник Энди Ронсон очень осторожный из-за постоянных покушений. Мы вновь погружаемся в память Дарби и видим недосказанный флешбэк, который перепрыгивает от незнакомца с пистолетом, не объясняя, как они остались в живых. В этом флешбеке герои расстаются, и ее парень по имени Билл уходит от нее. Это сюжетное решение мотивировано главной предстоящей интригой. В принципе, почему бы и нет? Ну, пусть будет так. Наш Билл натерпелся и тихо ушел. Сюжет перемещается в заснеженную Исландию. Мы знакомимся со всеми героями и узнаем, что сына Энди и Ли Ронсонов зовут Зумер. Зумер – синоним современной молодежи, поколения интернета и соцсетей. Я, конечно, понимаю, что семья очень прогрессивная, но это так нелепо и безыдейно создавать ореол уникальности, обзывая ребенка современным термином условного поколения. Как я и говорил, все в этом кино условно. В общем, цель этого сборища ретрита – это создание современных инноваций, кардинально меняющих развитие человечества. А наша героиня оказалась здесь по непонятным причинам. Возможно, из-за того, что посвятила книгу жене Энди Ронсона. Но это не точно, потому что ее нахождение в этой компании – это тоже интрига фильма. На экране нам акцентируют внимание, что Зумеру нельзя есть хлеб. Это говорит о том, что с этим ребенком явно что-то не так. Или создатели сами не знают, зачем это показали. Мы слышим расчеты о будущих климатических изменениях, которые приведут к печальным последствиям. И именно оригинальное мышление собравшихся поможет в решении этой задачи. А это неожиданный поворот. Появляется Билл. Какой сюрприз. Он дождался, пока Энди договорит свою пафосную речь, чтобы поставить точку в этом необходимом объяснении. Дарби очень нервничает, ведь она не видела его 6 лет. Зумер подходит к Билле, и это очень жирный намек. И вот мы в главном действии. Дарби видит умирающего Билла. Кровь на его голове и на майке, как будто он получил травму головы. Перед последним вздохом Билл улыбается. Так, подождите, улыбается? Зачем? Почему? Он в шоке или что? Причина непонятна.
Возможно, он сильно страдал, и смерть стала облегчением. Или ему приятно умирать на глазах бывшей любовницы. Не могу сделать вывод. Этот кадр еще больше утвердил мои догадки о претенциозности произведения и высокой напыщенности условной драматургии. Возможно, я все неправильно понял, и мои претензии предвзяты. Но в моем неправильном сознании вся эта информация не синтезируется в логичную линию. Дарби зовет на помощь и говорит сотруднику гостиницы, что ей нужен врач. Так, минуточку. Билл умирает в своем номере, а она говорит, что ей нужен врач, и не говорит, что произошло с Биллом. Героиня бежит. Извините, наверное, вы не согласитесь со мной, но бег этот какой-то неестественный, напоминает спортивное состязание, при том, что героиня вообще не занималась спортом, она только сидела за компьютером. И этот нарочито правильный бег бросает зрителя в еще один флешбэк. Ах, вот в чем дело, вот для чего он такой выразительный. Из флешбэка мы узнаем, что ее отец коронер или судмедэксперт берет ее с собой на место преступления с трупами. Ну, наверное, вроде как он воспитывает ее один, и ее не с кем оставить. Но посмотрите, она уже достаточно взрослая. Она должна ходить в школу, делать уроки, общаться со сверстницами. Но нет, она выходит из автомобиля и идет осматривать труп. Ее никто не прогоняет. Всем все равно. И отец не против. Вот такая странная семейка, вот такие странные полицейские. Знаете, такое решение я называю «сова на глобусе». Когда персонажи ведут себя потому что вот так нужно, вот так удобно сценаристам. Управляющий силой уводит Дарби, говоря: «Вам сюда нельзя, это частное дело». Простите, что значит смерть человека частное дело? А почему остальных персонажей не выводит? В общем, этот нелепый ход нужен только для того, чтобы ввести нового персонажа, официанта. Еще один флешбэк, который говорит зрителю, что Дарби внимательная. Она находит серебряную сережку, в честь которой и назовет свой криминальный детектив «Серебряная лань». Это мотив, который заставляет ее заниматься неисследованными убийствами женщин. Именно эта деталь знакомит Дарби и Билла. Энди заявляет, что Билл погиб в результате передозировки. Что? Подождите, а как же беспорядок в его номере? А кровь на голове и майке – это как? То есть человек вколол себе наркотик, а потом от удовольствия разбросал все свои вещи, забрызгал себя кровью. Создатели, вы что, серьезно хотите впарить эту чушь зрителю? Зритель что, по-вашему, совсем слабоумный, что ли? Или вы указываете на преступника? Или вы так запутываете, чтобы интересней было? Да, приемы примитивные, на мой взгляд. В 6-й серии нам объяснят причину кровавых пятен, но, боюсь, мне придется повториться, потому что восприниматься оно будет как наивное надуманное действие, которое придумали еле как да кое-как. И даже если преступник окажется маньяком из прошлого, то этот интригующий блеск колосса на ледяных ногах обрушится под его тяжестью несбалансированной конструкции. Решительная Дарби начинает свое расследование. И наконец-то дождались, хоть что-то происходит в этом экспозиционном нагромождении из безэмоциональных, холодных, как сама Исландия, флешбэков. Дарби подделывает цифровой ключ и носится по отелю с диким взглядом в поисках улик. Вы тоже верите в то, что в умном отеле, напичканном современными камерами и датчиками, управляемым искусственным интеллектом, можно незаметно передвигаться? Это маловероятно. В этом случае, так как Дарби хакер, ей нужно было взломать операционную систему отеля, скрыть свое присутствие, поискать там всю необходимую информацию, а потом уже проводить следственные мероприятия. Но в нашем случае все наоборот. И как Дарби расследует преступление? Как вы думаете? Ответ прозаичен. Она просто спрашивает искусственного интеллекта Рэя, который и выдает ей всю необходимую информацию. И тут напрашивается вопрос:
И как вообще можно совершать преступление незаметно в таком инновационном отеле? Создатели считают, что очень даже легко. Можно и передвигаться незаметно, и убивать незаметно. Но я забегаю вперед, извините. Жена миллиардера что-то ищет в номере погибшего. Создатели еще раз нас запутывают. Ну да, в жанре расследований это важный прием, а вот оценить его можно будет только после финальной развязки. Но я опять спешу. В следующей сцене персонаж-режиссер демонстрирует свой фильм, сценарий которого он написал в соавторстве с искусственным интеллектом Рэем. И мне стало интересно, что там будет такого особенного в этом придуманном кино. Нам показывают первые кадры фильма, где закадровый голос вещает: «Мы бежим от смерти, а это значит, мы бежим от времени. Время, что есть время. Корабль был обречен на вечное». Наверное, все герои этого представления бегают от времени, пытаются от него скрыться, а вот Рэй задумывается, а что такое время? И сам же отвечает: вечность. И что? Как вечность относится к преступлению? Что в голове у создателей? Покемон Рэй или постоянные флешбеки или вечность? Мы хотим увидеть увлекательный детектив, ведь это нам и обещали. Ладно, смотрим дальше. И опять флешбэк, который объяснит, что Дарби знает азбуку Морзе. Постепенно от таких сюжетных ходов начинаешь уставать. Зритель тратит большое время на скучное и затянутое объяснение. Дарби разбирает лампочку, подключает плату лампы к ноутбуку и вуаля! Она получает доступ к системе, а пароль ей подсказывает Рэй. Что Рэй, создание Энди, подсказывает Дарби, как взломать систему отеля? Это или вздор, или коварный план миллиардера? Простите, еще один нескромный вопрос. А что, инновационное программное обеспечение работает на базе Windows, что ли? Может, у миллиардера своя операционная система, функционирующая на оригинальном языке программирования? И чтобы взломать систему, нужно как минимум понять, что это за язык и как он работает. Нужно знать команды такого языка, иметь необходимый софт, работающий в этой среде, в этой системе, а героиня просто подключает проводки и все. Если это видео смотрит профессиональный программист, то, пожалуйста, поправьте меня или объясните в общих словах, возможно ли такое. Заранее благодарю. И вот мы видим загадочного неизвестного в маске. То есть неизвестный в маске ходит незамеченный по отелю, а миллиардер говорит, что гибель Билли – это передозировка. Ну, это как минимум странно. Особенно для полицейских, которые удовлетворенные уезжают и увозят труп. Значит, миллиардер заинтересован, и он первый в списке подозреваемых. Или все это просто наполняющий нелепый фарс, который нужен только для того, чтобы запутать зрителя. Опять флешбэк, который заполняет хронометраж. Извините, но я уже скипаю эти флешбеки. Но это просто издевательство. Для меня, по крайней мере. Таинственный персонаж выходит из отеля и спокойно идет гулять в маске по ночному снегу. Дарби незаметно крадется за ним. И ох, какая неожиданность, новый поворот. Вау! Все интересней и интересней. Героиня запоминает обувь неизвестного. В номер Дарби приходит жена миллиардера и рассказывает, что она познакомилась с Биллом после того, как ее начали преследовать, или на сленге задоксили. Что я слышу? Этот эпизод из жизни Ли Ронсон уже упоминала Дарби в первой серии, перед тем, как взломать ворота. И Билл сделал вид, что слышит эту историю в первый раз. Он ни словом не обмолвился, что он был знаком с Ли Ронсон. Он даже произнес: «Бля». Где она теперь? Никто не знает. Режиссер что, читал сценарий невнимательно? Или персонаж просто врет и так задумано? Но тогда почему Дарби не может сопоставить сказанное? У нее что, провалы в памяти? Да нет, нам постоянно показывают ее воспоминания.
Значит, с памятью у нее все хорошо. Все это производит противоречивое впечатление от всего, что там происходит. Конечно, все не так плохо, как могло бы быть, но для меня это слишком очевидно. Дарби разговаривает с Роханом. Еще один сюжетный поворот. Оказывается, Рохан был знаком с Биллом. Билл помог ему бросить пить. Как он ему помог? Персонаж отвечает, что они разговаривали. Лично у меня были знакомые алкоголики, и внушать им бросить пить одними уговорами – это дело гиблое. Это тот случай, когда исцеление зависит от самого страдающего. Он должен утвердиться в самой мысли, он должен отыскать в себе силу для излечения. Какой же шустрый этот парень Билл. Он был любовником Дарби, потом любовником Ли Ронсон. Теперь он, оказывается, был другом Рохана. И Рохан его тоже очень любил. Неординарная личность этот шустрый парень. Или сценарист такой, простите, упоротый, потому что завязал на Билле максимальное количество персонажей для удобства. Но, возможно, я преувеличиваю, ведь только финал истории позволит сделать выводы. Оказывается, миллиардер копает подземелья с помощью роботов, которые функционируют, управляемые искусственным интеллектом. Так, уже интересно. Но создатели обрывают рассказ на полусловие. Они просто бьют по рукам зрителя в тот момент, когда есть хоть что-то интересное. И объяснение этого у меня одно – не захотели. Слишком много труда, и для них это не особенно важно. Энди озвучивает важную идею сюжета, и он произносит: «Я понял, что для прогресса ИИ нужно скрещивать его формы». По сценарию у нас еще одна загадочная смерть. Рохан унес свои тайны в темное холодное царство. И Харон с Роханом, угрюмо слушая басистый шепот Ахерона, медленно исчезают в густом тумане загадочного детектива. С этого момента в отеле вводят чрезвычайное положение. Жизнеобеспечение здания работает в режиме экономии. Ситуация усугубляется сильной непогодой, которая не позволяет гостям покинуть гостеприимное пристанище. У персонажей изымают всю электронику, чтобы осложнить Дарби расследование. Дарби объединяется с Сиан. Они осматривают труп Рохана и приходят к выводу, что его кардиостимулятор вышел из строя из-за вредоносного обновления, которое загрузилось в стимулятор. То есть хакер взломал сайт производителя, и получается, это обновление убьет и других владельцев такого же устройства. Ну да ладно, я преувеличиваю. Разработчики устройства не заметили взлома, а вредоносная программа была нацелена только на нашего погибшего. У погибшего находят сигнальный фонарь, и Сиан, девушка действия, решает воспользоваться снегоходом и узнать, с кем связывался Рохан. Они надевают инновационные, герметичные термокостюмы с мотоциклетными шлемами. У костюма забавный воротник Гаргера 16 века и мотоциклетный шлем. Как окажется позже, в него встроен баллон с кислородом. Это как вообще? Это что, баллончик с размером спичечной коробки? Не, ну серьезно, зрители воспринимают не то что глупым, а доверчивым и простодушным. Да, технологии, конечно, в вашей пьесе, супер продвинуты. Я просто изумлен, а этот болтающийся воротник так вообще последний писк технологий. Наших героев застает метель, и как назло ломается снегоход. Но для сценаристов это не проблема. Героини выходят к одинокому помещению охраны. И какое совпадение! Там стоит брошенный, незапертый автомобиль. Герои наши просто везунчики. Это как получается? Сотрудники приехали на автомобиле, сделали свои дела и пошли пешком обратно. Типа для бешеной собаки 100 верст не крюк, так что ли? В общем, автомобиль оказался не запертым, заправленным, езжай не хочу. Герои едут. Сиан не может справиться с управлением, и автомобиль переворачивается.
Дарби вываливается из автомобиля. Не, ну такой постановки я давно не видел. Автомобиль уже несколько секунд стоит на месте, а Дарби прям выкидывает из кабины. Ну я не знаю, постановщики вообще головой не думают. Как можно выкинуть персонажа из остановившегося автомобиля? Тем более, если персонаж получил травму головы, да еще предварительно открыв дверь. Да и зачем вообще открывать дверцу и вываливаться из автомобиля посреди заснеженной степи в такую метель? Да где тут логика? Это просто издевательство над сознанием зрителя. Признаюсь, мне уже сложно смотреть эту чушь со смешными воротниками и ненормальным поведением персонажей. У Дарби лицо в кровоподтеках. Я подумал, что это из-за травмы головы. Но каково же было мое удивление, когда оказалось, что это просто царапина над глазом. Ни синяка, ни ушиба. Режиссер вообще не парился. Да от такого удара глаз бы превратился в большую опухоль. Но у наших персонажей ни перелома, ни синяка, а только царапина и условное сотрясение. Ладно. И вот еще один неожиданный поворот. Сиан не может снять шлем. Кто-то взломал программное обеспечение костюма, и шлем не снимается. Напряжение возрастает. Жизнь героя на волоске от гибели. Шлем невозможно ни сломать, ни просверлить. Что же делать? Зритель замирает в ожидании. Энди принимает сложное решение. Нужно сделать трахеотомию. Сиан делают разрез и... все обошлось. Опять флешбэк. Скипаю. Врач признается, что морфин, который якобы Билл вколол себе сам, был взят из сейфа медпункта. И приемник кардиостимулятора тоже находится в медпункте. Так, появился еще один подозреваемый. Ну, как минимум, сообщник. Дарби разговаривает с Энди. Она утверждает, что у него был мотив для убийства. Энди решает подыграть Дарби и признается, что она может ему помочь, а он может помочь ей. Дарби понимает, что преступник владеет всей информацией об отеле и располагает полным доступом ко всем системам. Дарби проявляет внимательность и дедуктивные способности мышления. Она замечает изношенную обувь у парализованного персонажа, что говорит о том, что он может передвигаться самостоятельно. Но звучит это умозаключение тоже нелепо. Дарби говорит, что обувь очень изношена. Это, конечно, преувеличение, потому что персонаж ходит только там, где его не видят. А значит, ходить много он теоретически не в состоянии. Ну, наконец-то, хоть что-то от жанра создатели используют и показывают неординарные способности расследователя. Но таких элементов очень мало, что является большим недостатком детективной истории. Дарби разговаривает с женой миллиардера и находит у нее парик и паспорт на другое имя. Теперь Ли перемещается в первую строчку подозреваемых. На Дарби нападает неизвестный в маске и предупреждает ее остановиться в расследовании. Дарби посещает Сиан. Во время беседы Сиан умирает. Следующая сцена. Ну прям умиляющее собрание анонимных алкоголиков. Смотрю на это сборище пионеров, на этот холодный исландский тимбилдинг на краю света и вспоминаю детские кружки любознательных скаутов-индейцев, которые, повинуясь главному шаману, повторяют заклинания о мире во всем мире. Тянут ручки к небу, мечтая получить благословение или отпущение грехов, или просто, надеясь на исполнение постоянных желаний, требуют удовлетворить простые потребности. И вот финал 5-й серии. Кто-то с помощью азбуки Морзе приглашает нашу героиню на тайную встречу в бассейн. И героиня спешит навстречу своей судьбе, забывая одеться потеплее. Появляется вопрос, а почему героиня не оделась? Ведь фильм объяснял зрителю, что ради экономии энергии отопительная система и все электричество работают в аварийном режиме. Ответ совершенно очевиден. Героиня по сюжету должна оказаться в бассейне с горячим источником.
Именно, она должна быть в бассейне. Для чего? Вы узнаете это сами, если решите посмотреть. Хотел бы перед вами извиниться, так как я не считаю необходимым продолжать эту затянувшуюся беседу. И пусть финальные серии останутся интригой для терпеливого зрителя, который не боится тратить свое драгоценное время на постоянные воспоминания героини, которые просто заполняют хронометраж, не особо увлекаясь сюжетной линией влюбленных. На мой взгляд, это громко сказано «влюбленные». Их чувства холодные, как исландский пейзаж, наполненный снегом и пустотой. Вся структура произведения похожа на экспозиционное, претенциозное нагромождение. Неплохой каст растрачивается впустую, непродуманными и скучными диалогами. Актерам практически нечего играть. Персонажи нужны только для того, чтобы выделить главную героиню, подчеркнуть ее внутреннюю борьбу, любопытство, упрямство и уязвимость. Не затрагиваются социально важные вопросы. Не обсуждаются и экологические проблемы, а только озвучиваются, чтобы оправдать сюжет. Создатели всеми своими силами стараются, чтобы зритель смаковал и наслаждался каждым эпизодом, интригуя тайной и мотивами преступления. Это, к сожалению, единственное, что у них получается – заставлять ждать зрителя, ждать развязки. Такой подход мне кажется в корне неверным. Зрителю должно быть интересно и погружение в личный мир героя, и следить за действиями, и, конечно, получать ответы. Если же этого нет, то это и не обязательно. Можно интересно высказаться, показать что-то красивое. Картина должна на чем-то базироваться. В ней должно быть что-то важное, если вы не можете увлечь. На мой взгляд, надежда на открытие жанра потерпела поражение. Но кто я такой, чтобы рассуждать об искусстве? Но я о нем и не рассуждаю, я делюсь своим восприятием, и, возможно, я во всем ошибаюсь, и этот сериал будет для кого-то интересным, но и замечательным. Я рад, что работа создателей будет востребованной, потому что кино – это большой труд, требующий большой творческой отдачи. А если оно сделано творцами, то оно содержит в себе часть их души, как бы невысокопарно это ни звучало. Именно так я и думаю. Неважно, по какой причине вы смотрите кино. Хотите ли вы получить эстетическое удовольствие, испытать яркие впечатления, погрузиться в мир чувств или просто хотите скоротать время. Важно то, что это кино может вам предложить. Этот сериал предлагает внутренний мир главного героя в форме камерного детектива. И только вам решать, смогли ли создатели дать вам то, что вас интересует. Предлагаю вам поделиться своими впечатлениями. Только, пожалуйста, делайте это вдумчиво и конструктивно. Пусть содержание ваших мыслей будет интересным или хотя бы понятным. Желаю вам интересного просмотра. Смотрите хорошее кино. Думайте сами, решайте сами. Вы не обязаны быть как все.